Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео о пустышках. Пустышки канцелярии. Набралось их не так много, но мне хочется от некоторых уже упаковок, коробочек избавиться. Поэтому я решила вам показать. Я, девочки, извиняюсь немножко за голос. Болею. Заболела и... Да, буду теперь немножко гундосить. Я положила вот такую крышечку от контейнера, чтобы по полу у нас ничего не каталось, не падало со стола. Такой, знаете, в помощь, так сказать. Потому что будут карандаши, фломастеры, в общем, всякая белиберда. Первое, что покажу, наверное, сразу самое большое выбрасываю. Это вот совсем недавно купила фломастеры Faber-Castell. 50 оттенков. Они детские, с замком, да, получаются. Неплохие фломастеры, но я от них ожидала как-то большего. Может быть, поэтому такое легкое разочарование у меня. Но рисуют хорошо, цвета приятные, пастельные такие, я бы сказала, больше они смываются на водной основе. Все как бы ничего, все хорошо. Единственное, что очень-очень плохо, хотелось бы к производителю обратиться, да, вот такие вот, помимо коробки, были вот такие вот штуковины, то есть и в ряд фломастеры лежат здесь. Когда просто лежат, да, неплохо, но она вот, видите, и вы берете, вытаскиваете, это все падает, выпадает. Если одну засунул сюда, одно это вот, как ее назвать, планшетку, да, с фломастерами в коробку, то вторую уже невозможно воткнуть, это все вот колбасится. В общем, они вот для продажи, да, но не более того, потом хранить их очень сложно. То есть я вот, видите, сразу их убрала в другое место, потому что, ну, невозможно пользоваться ими именно в таком формате, в каком предлагает нам производитель. Это мне, взрослой тете, неудобно. Детям вообще будет невозможно как-то это их либо вот так потом в коробку запихивать, либо пенал. Поэтому, девчонки, не знаю. Я видела в чемоданчике, по-моему, 60 уже цветов фломастеры. И в таких более тубах, не тубах. В общем, что-то ребенку нужно будет, или стакан, для фломастеров, так как в коробке хранить, ну, совершенно непрактично. А так, в целом, фломастеры очень даже неплохие. Если для детей, так вообще здорово. По-моему, единственный минус: оттенков много, оттенки интересные и хорошие. Я, наверное, их сюда не принесла. Единственная проблема: они мало оранжевых оттенков. Очень мало. Ну, это уже по желанию. Дальше закончились вот такие обложки. Точнее, я все в использование пустила, да, кулечек просто с обложками. Набор обложек для школьного журнала, учебников, тетради формата А4. Здесь их 10 штук. Я просила, мне Мила покупала в Читай-городе их, по-моему. Стоит 235 рублей. Обложечки очень хорошо подошли. Ну, вот все, в общем-то, раскраски формата А4, они очень неплохо подходят. Очень хорошо садятся. Я даже как-то показывала, одевала их. Собственно говоря, вот видите, здесь по высоте вообще все идеально. И единственное, получается, в конце вы совсем чуть-чуть, вот, ну сколько здесь, сантиметр загибаете. И я скотчем подклеила, и, в общем-то, вот смотрите, все прекрасно. То есть отлично. Как вариант, здесь их 10 штук. Не знаю, может быть, где-то дешевле есть. Но вот если у вас как бы не знаете, где купить, то, мне кажется, это самый такой хороший вариант. Ну и давайте пройдемся по мелочи. Также Faber-Castell у меня кисточка с резервуаром от Faber-Castell. Это вот просто уже упаковка от нее. Выбрасываю. Хорошая кисть, девчонки, присмотритесь. Хорошая подача воды, удобно держать в руке. Отличная кисть, ну, единственное, конечно, не бюджетная. Я брала на Валберес, чуть подешевле, а так, конечно, очень дорого. Прошу прощения, пришлось прерваться. Муж увидел рекламу в новости, не рекламу, новости. Открыли в Питере после реставрации еще один очередной музей. Для нас это больная тема. В общем, не суть, продолжаем.
Классная кисть с резервуаром. Обязательно, кто любит такие кисти, присмотритесь. Не бюджетная, но она того стоит. Очень удобная, в меру мягкая, в меру жесткая. Ну, я брала с острым кончиком, у нас синтетика. И здесь на колпачке, видите, у нее, я не знаю, видно, не видно, вот такой вот штуковина. То есть, если вы делаете какие-то прожилки, полос вот на акварели, очень здорово. Дальше продолжаем. Ну, выбрасывая вот эту вот упаковочку от фикс-прайсовские маркеры, металлики. Набор был, мне тоже покупала в фикс-прайсе Люда. Вот такие вот маркеры, ну, стандартные. Это, я так понимаю, альтернатива старым. Новые маркеры. Неплохие маркеры, почему нет, имеют место быть, я ими крашу. Вот. Ну, пока я место не нашла, лежат вот непосредственно в этой упаковочке, а это уже выбрасываем. Дальше. Следующее. Ну, еще одна упаковка. Давайте сразу покажу. Еще одна следующая упаковочка. Это ластик, электрический ластик. Купила тоже. Тоже, по-моему, да, это тоже на Валберес брала. Это у нас Дели. Отличный ластик. К нему в комплекте идут запасные еще ластики. Здесь двойной, как бы, можно более широкий, более тонкие насадочки к нему идут. Ну, пока ничего особого сказать не могу, но альтернатива более дорогим, собственно говоря, нет смысла переплачивать. Дальше выбрасываю ретину акварель. Я тут пыталась ее красить, но она ее так замылила, что да, сложно что-то здесь красить. Но, в общем-то, уже большая часть закончилась. Поэтому это луч, медовая, акварель обалденная, все знают. Здесь было 6 цветов. Уже не буду хранить. Еще одна упаковочка от Центропен. Это пастель оттеночки. Тоже мне понравились эти фломастеры. Здесь у меня было, по-моему, 12, да, 12 оттенков пастель. Классные фломастеры, довольно-таки бюджетные. Вот задумываюсь купить, это Чехия, более большой набор, попробовать. В целом я очень ими довольна. Так, что-то у меня брала под мелочь, а в итоге упаковки сверху получились. Ну и давайте пройдемся непосредственно по фломастерам, маркерам и так далее, что закончилось. Выбрасываю, ну, понятное дело, это у девчонок были обычные фломастеры детские. Ну, вот видите, как они рисуют. Выбрасываю. Высохли. Также выбрасываю. Ага, здесь вот еще неплохие обычные детские фломастеры, дешевый сегмент. Ну, просто девчонки пооткрывали, рисовали, бросили, оно все засохло. В общем, не буду я уже искать ничего от них, как есть. Дальше выбрасываю очередные фломастеры Crayola. Засохли, какие-то засохли. Реанимировать нет смысла, потому что намочишь, они рисуют, потом опять в негодное состояние приходят. Обидно, что очень такие вот редкие, очень темные оттенки, но я даже не знаю, как их реанимировать. И вообще, можно ли реанимировать эти фломастеры. Не знаю, попробую, но мне кажется, уже бесполезно. Я уже 100 раз говорила, фломастеры хорошие, не протекают, удобные, но вот у меня детский вариант оказался лучше даже, чем вот эта сотня. Колпачок от коричневого фломастера, сами фломастеры других цветов. Так, выбрасываю. Закончился у меня Posca кистью. Вот такой вот. Здесь кисть была. Он уже закончился. Я уже пробовала, бесполезно. Очень удобно, классно, не протекает, для фонов самое то. Единственное, она не бюджетная. Ну и здесь вот кнопочка, как дозатор, выдавливать. Я так и не смогла его открыть.
дабы заправить, попробовать его тушью. Девчонки, кто такие заправлял, открывал, напишите, пожалуйста, может, как-то можно его все-таки открыть, потому что мы с мужем, он весь, если видно, покоцанный, пытались, ничего у нас не получилось, так что выбрасываю. Классная вещь в хотелках. Еще, конечно, есть новые приобрести, но разных оттенков, но по 700 рублей один маркер как-то дороговато. Так, ну и последнее, что, наверное... А, нет, еще не последнее. Выбрасываю упаковочку от ручек. Это гелевые белые ручки. Здесь их было 3 штуки, я показывала. Отличные ручки, мне очень нравятся. Это, по-моему, китайские. Отлично пишут. Ну, мне понравилось. Буду повторять. Не знаю, получится сейчас быстро найти. Так, вот они, эти ручки. Очень хорошо пишут на любой. И на акварели я рисовала поверх, и на гуаше, и по карандашам. Я довольна ими. Классные. Буду еще покупать. Так, ну и прошу прощения, как я уже сказала, болею. Последнее, что у меня закончилось вот здесь, это вот таких 2 брашпена от Faber-Castell. Здесь у меня индийский красный и Purple Violet. В общем, 136 и 192 номер. Уже закончились. Очень люблю эти браши. У них вот такой вот кончик. Он в меру, видите, он такой жестковатый. Но вот на руке вроде как рисует. На бумаге не хочет уже полноценно рисовать. Вот видите, что получается. Он уже такой умирает. Чем они заправлены, я тоже не знаю. В теории, наверное, можно открыть, заправить. Но у меня есть новые. Я рисую. Ну и также вот коричневый этот. Тоже то пишет, то не пишет. Видите, начинает. Уже не вижу смысла мучить их. Решила выбросить. Очень хорошие браши, не протекают. За счет вот этой кисти она держит форму. То есть она... Ну, можно разной жесткости выбрать, она жесткенькая. Мне удобно, когда именно жесткая, не прогибается этот кончик. Не протекает ни в Диснее, ни в Звездных войнах. То есть меня вообще прям они радуют. Ну, единственное, не бюджетно. Ну, я докупаю поштучно, и меня вполне устраивает. Поэтому присмотритесь, очень классно. Единственное, конечно, палитра маловато. У них побольше бы оттенков. Но будем надеяться, что появятся еще оттеночки. Все, вот такие у меня пустышки в этом месяце были канцелярии. Спасибо, что были, что посмотрели. Прошу прощения, я, как я уже говорила, за то, что шмыгаю, приболела. Ничего такого супер примечательного, но, надеюсь, была вам все-таки хоть чем-то полезна. Спасибо, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем хорошего весеннего настроения. До новых встреч. Пока-пока.